Он был удивительный человек. Он страдал страданиями коровы. Собаку не мог пропустить без слезы жалости, если она помирала. Он всех людей любил. Я человека с такой любящей, нежной душой в жизни никогда не встречал. Творчество Есенина, с одной стороны, глубоко православно. Так, например, свой первый сборник стихов он называет в честь православного праздника – Радуницы. Но помимо этого в его стихотворениях нередко встречаются и какие-то языческие мотивы. Так, например, и образ березы. С одной стороны, это образ православный, береза – символ Троицы, а с другой стороны, береза – это образ языческий. Ведь березка у древних славян считалась деревом, символизирующим весну и женщину. В январском номере журнала «Мирок» за 1914 год состоялась первая публикация Сергея Есенина, опубликовано стихотворение «Береза», хрестоматийная «Белая береза под моим окном». Гонорар за публикацию 3 рубля он отправляет отцу, чтобы расположить его к своему творчеству, доказать, что литература тоже может приносить доход. Подписывает он это стихотворение псевдонимом Аристон. Под этой фирмой выпускались музыкальные немецкие ящики. Сергей Есенин это знал и недаром взял себе такой псевдоним. «Я Божья дудка», не раз он говорил о себе, и вот этим хотел подчеркнуть музыкальность своей поэзии. Константиново расположена на высоком берегу реки Оки, самой русской из всех русских рек, как назвал ее Константин Паустовский. Река имеет красивый изгиб, у местных называется пояс Богородицы. По легендам, Богородица обронила здесь пояс, и вот как он лег, так Ока протекла. А где она свой посох поставила, там забил родник, и сейчас находится Святая Анна Богословский монастырь с купелью. Храм Казанской иконы Божьей Матери, в котором был крещен Сергей Есенин, является памятником архитектуры конца XVIII века. В этом храме венчались родители Сергея Есенина, в нем же крестили его сестер Катю и Шуру. Тот, кто видел хоть однажды этот край, эту гладь, тот почти березки каждый ножку рад поцеловать. Есенин одним из первых русских поэтов воспел березу в своих стихах. Первым связал образ березы и образ Родины. И страна березового сица не заманит шляться босиком. По словам исследователя творчества Сергея Есенина Михаила Эпштейна, береза во многом именно благодаря Есенину стала национальным поэтическим символом России. И поскольку закрепилось мнение, что Есенин – поэт страны березового ситца, жители села Константиново, чтобы соответствовать данному определению, которое придумал сам поэт, все чаще начали сажать на участках березы. В поэзии Сергея Есенина береза упоминается 47 раз. Второй по частотности является ель, а далее идет клен. Интересно, что береза и клен у Есенина – это олицетворение мужчины и женщины. То разнообразнее, чем Есенин, поднимал тему русской березы в своем творчестве. Сергей Есенин написал одно из самых пронзительных стихотворений в память своего друга. Авторское название имело «Памяти Ширяевца», но на самом деле в большинстве есенинских изданий, кроме самого первого, оно фигурирует без названия. И мы прекрасно знаем эти строки. Это стихи «Мы теперь уходим понемногу». «Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть свои тоски». До 70-х годов XX века березы в Константинове не росли, как и другие деревья. Но рядом с селом были перелески и небольшие березовые рощицы. Но если крестьяне все же сажали деревья рядом с домами, то в есенинские времена предпочтение отдавали ивам и ветлам, ведь они хорошо притягивают воду. Земля под ними всегда влажная, а значит плодородная. Из их мягких ветвей делали плетни, огораживающие территории. Крыши построек в селе Константиново были не из дранки, а из соломы, так как в неурожайный год ее можно было снять и дать на корм домашнему скоту. Перед нами амбар – это подлинная постройка 1913 года, уже 110 лет нашему амбару. Это излюбленное место Сергея Есенина. Приезжая в Константиново летом, именно в амбаре он оставался ночевать и работать. Есенин
жил до этого туговато, а тут у него как раз 4 книжки сразу вышло. Он пошел получать гонорар, и ему, значит, отвалились только, что он даже всплакнул. А он в этот день уезжал к себе в Рязанскую губернию. Времени до поезда, значит, было много. Я пошел с ним, значит, сперва в издательство, а потом хотел его на вокзал проводить. Мы зашли в пивную, чтобы взбрызнуть его получку и его поездку. Посидели в пивной недолго. Потом вышли и пошли к вокзалам, к 3. По правой стороне Мясницкой улицы. И там с правой стороны был магазин, где торговали разной хозяйственной снастью. Есенин говорит: зайдем, я хочу подарки купить, значит, своим сельчанам. Есенины постепенно, понемногу подкупали землю для своего участка. Сегодня довольно просторную мы видим крестьянскую усадьбу. На ней находятся такие постройки, как ледник, глубокий погреб, куда в конце зимы свозили большие глыбы льда. Лед не таял практически до середины лета, что позволяло хранить скоро портящиеся продукты, мясные, молочные. Далее перед нами изба-времянка. Это временная постройка, где жили родители Есенина после страшного пожара в 1922 году. Около 200 построек в Константиново было уничтожено огнем, в том числе и дом родителей Есенина. Сам Сергей Александрович в это время находился за границей со своей супругой Айседорой Дункан и не мог помочь семье ни материально, ни физически. Поэтому быстро восстановиться отец поэта Александр Никитич не мог. Но страховки, полученной после пожара, хватило на покупку маленькой 6-аршинной избы-времянки. Ее и поставили родители поэта на своем участке, чтобы хоть где-то пережидать, пока дом восстанавливается. Зашел, поставил чемодан на прилавок, поздоровался, сказал: моя фамилия Сергей Есенин, я еду к себе в деревню, на моем краю деревни 35 дворов ближайших соседей, хочу, значит, просить вас, продайте мне 70 ведер, значит, 35 корыт, 35 лоханей и 35 коромысел. Заплатил за это, за все, сказал: я пришлю специального человека. Вышли мы с ним, зашли в следующий магазин, стали покупать цветастые ситцы для баб и пинжаки для мужиков. А потом Есенин сказал: боюсь, Всеволод, знаешь, ошибемся, может, там еще кое-кто подрос еще и народился в деревне. Точное число-то я не знаю. Давай покупать цветастые ситцы на мужиков тоже и пинжаки на баб. Накупили лампы, которые сияли неестественным блеском. И у него уже стало мало денег в чемодане. Как он вдруг говорит: а куда это, интересно, я еду? Значит, в Рязанскую губернию. Там темная деревня, а везу лампы без керосина. Пойдем, Всеволод, купим керосин на остатные деньги. Обладал Есенин озорным, непослушным характером, был первый забияка, первый заводила в классе, мастер на разные выдумки. Вот за такие шалости и небольшие провинности в 3 классе он был оставлен на 2-й год. Но все-таки пусть через 5 лет, а не через 4, как остальные ученики, школу окончит Есенин с отличием. Сохранился похвальный лист, который получил Сергей Есенин, свидетельство об окончании земской школы, табель с оценками за выпускные экзамены, напротив фамилии Есенин одни 5. О том, что Есенин пишет стихи, стало известно в 3-м или 4-м классе. Однажды зимним днем он принес своему учителю Ивану Матвеевичу Власову скомканный клочок бумаги. Сказал: смотрите, это я сам сочинил. Там были обыкновенные рифмованные строчки, доподлинно стихи не сохранились, но по воспоминаниям одноклассников было что-то вроде такого: щука в рака вцепилась, на нем кататься училась. После этого записки стали появляться все чаще. Иногда учитель хвалил, а бывало, не читая, сунет записку в карман и сердитым голосом скажет: ты, Есенин, лучше занимайся, а этим делом не очень увлекайся. Непман торговал бензином и керосином в бочках. Он сидел на табуретке в пенсне без оправы и читал книжки издательства «Мысль». Мы, значит, подошли. Есенин коротко ему сказал: моя фамилия Сергей Есенин. А тот говорит: вы можете мне не называть вашу фамилию, поскольку я бываю на ваших вечерах и хорошо знаю ваши стихи наизусть, могу вам почитать сейчас ваши стихи наизусть.
А Есенин сказал, мне не надо читать мои стихи наизусть, потому что я их сам хорошо знаю наизусть. Отец поэта Александр Никитич тоже учился в Константиновской земской школе. Он был человеком грамотным, даже начитанным, знаком с произведениями русских классиков Пушкина, Лермонтова и других. Но к желанию сына стать поэтом он отнесся сдержанно, даже скептически. Он считал, что стихи для крестьянина – дело пустое. Поэтому после окончания Спас-Клепиковской школы, где Есенин получил профессию учителя, отец устраивает его в мясную лавку купца Крылова, конторщиком, где сам Александр Никитич служит уже приказчиком. После революции 1917 года творчество Есенина меняет свое направление. Он, по сути, отходит от образа простого крестьянского паренька, знакомится с другими поэтами Рюриком Ивневым, Анатолием Мариенгофом, Вадимом Шершеневичем, и все вместе они создают новое литературное течение, которое называют имажинизм, от французского слова «имаж», что означает «образ». Теперь главное для них – это образ и ритмика образов, а тема и содержание, как пишут имажинисты, слепая кишка искусства, которая не должна выпирать из произведений словно грыжа. Творчество друг друга часто критиковали и Есенин с Маяковским. Есенин называл Маяковского певцом банок Моссельпрома, а Маяковский отзывался о поэзии Есенина как об идеализированной деревенщине. Есенин говорит, ну у нас теперь с деньгами чисто. Пойдем-ка в Малый театр. Там у одной актрисы, я знаю, можно при случае призанять. Мы пришли в Малый театр, а ее в артистической нету. И вот тут у меня прерывается связь представлений. Я только помню, что раздался дикий хохот и бурные аплодисменты. Оказалось, и мы во время спектакля вышли на театральную сцену. Шла пьеса Островского в конструктивных декорациях. И от того, что, значит, купцы сидели не похожие на купцов, публика мучительно скучала. А тут ей, когда мы появились, сделалось весело, она стала аплодировать, радоваться. У меня очки запотели с мороза, я вообще ни черта не вижу, где мы находимся. А Есенин, хотя был побойчей меня, тоже как-то растаращился на свет, и не можем найти дорогу обратно. Дали занавес, вывели нас под руку, а тут уже поджидает милиционер. Он только коротко сказал, разрешите поинтересоваться вашими документами. А ему Есенин в ответ, моя фамилия Сергей Есенин. А милиционер сказал, я не буду составлять на вас протокол, поскольку у нас уже имеется полное собрание наших сочинений на вас. Пожелаю вам дальнейших успехов в литературе без выхода на театральную сцену. Дом с мезонином или дом последней владелицы Константиновской усадьбы стал музеем поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина», которая чаще всего воплощается на сцене в виде музыкально-поэтического спектакля. Действие в ней происходит на Рязанской земле в период с весны 1917 по 1923 годы. Повествование ведется от имени главного героя поэмы, поэта Сергея, и завершается все тем, что Анна Снегина, муж который погиб на войне, эмигрирует, а Сергей остается на родине и в конце поэмы получает письмо от нее из Лондона. Разница в социальном положении и воспитании формирует совершенно разные жизненные пути героев поэмы и их прототипов – Сергея Александровича Есенина и Лидии Ивановны Кашиной. А на другой день он уезжал к себе в Рязанскую губернию. Я его один провожал. Он стоял на площадке вагона, очень грустный. Говорил, куда ж я еду-то? К родным, к соседям, без подарков, без денег. Он же был гордый человек. Он же не мог идти к этим непманам клянчить деньги, которые он истратил. В то же время надо было иметь целое состояние, чтобы увезти то, что он накупил.
Знакомство Кашиной и Есенина, личное знакомство, состоялось в 1916 году. К этому времени Есенин активно печатался в известных московских и петроградских изданиях. Кашина увлекалась литературой и, конечно, читала его стихи в этих журналах и газетах. Ей льстило, было приятно, что такой уже известный к тому времени поэт, ее земляк, односельчанин, практически сосед через дорогу. Кашина увлекалась искусством, прекрасно знала репертуар московских театров, регулярно их посещала, играла на рояле, увлекалась музыкой, и в ее доме был своего рода литературно-художественный кружок, бывали здесь известные московские гости, и, конечно, пригласила она и Сергея Есенина. Это случилось в 1916 году, когда он получил отпуск во время службы в Царском Селе и приехал в родные земли. Лидия Ивановна Кашина, дочь московского миллионера, почетного потомственного гражданина города Москвы, владельца домов на Хитровом рынке, так выразительно описанном Гелеровском в его книге «Москва и москвичи» Ивана Петровича Кулакова. Именно в Кулаковку Станиславский водил актеров МХТ для изучения типажей пьесы Горького «На дне». Отец Кашина имел несколько усадеб в Рязанской губернии и был попечителем Константиновской школы, в которой учился Сергей Есенин. В 17 году совершается революция, и в 18-м имение Кашиной национализируют, то есть передают в руки народу. Сохранилась опись, из которой мы узнаем, что у помещицы забрали абсолютно все, начиная домашним скотом, заканчивая мебелью и детскими игрушками. Когда имение Лидии Ивановны было национализировано, ей предоставили комнаты в Москве. Сергей Есенин помог ей перевести вещи. Несмотря на то, что забрали у нее фактически все, на сельском сходе именно Сергей Есенин заступился за помещицу и ее имение. Объяснил это тем, что все, мол, растащат, разворуют и не будет никакой пользы. и так как он был дружен с помещицей, то хотел ее поддержать и написал ей стихотворение. «Зеленая прическа, девическая грудь, о тонкая березка, что загляделась в пруд, что шепчет тебе ветер, о чем звенит песок, или хочешь в косы ветви, ты лунный гребешок». Несмотря на то, что забрали у нее фактически все, Лидия Ивановна Кашина не держала зла, и она научилась жить в этом новом мире. Осенью 2013 года в Рязани проходил круглый стол по литературной критике. На нем присутствовал очень уважаемый человек в нашем городе, доктор филологических наук, доцент Рязанского госуниверситета Александр Викторович Сафронов. Он воспитал огромное количество преподавателей литературы, и к его мнению прислушиваются и авторы, которые живут в Рязани. Вот на том круглом столе мысль о литературной критике, о ее целях, задачах, предназначении пришла к такой замечательной реплике Александра Викторовича, что рязанским поэтам запретить разрабатывать 3 темы: березки, дождь и поездка в Константиново.